Еще одна небольшая самоделка для одиночных походов, для брутальных походников и минималистов. Во. Здесь лежит котелок, набор посуды и топливо. Тряпочка на случай, если что-то горячее брать. Так. Здесь спички, газета. Здесь непосредственно сам котелок. Вот он и котелок. Котелок сделан из крышки армейского котелка стандартного. Сама крышка вот эта сделана из консервной банки алюминиевой. Так, в котелке у нас лежит Набор сурового походника. набор сурового до такого. Я бы даже сказала суровейшего походника. Суровейшего, да. По сути, здесь вот изначально видно, что здесь 3 банки. Самая первая — это подставка для сухого горючего, ну или какого-нибудь еще топлива, если придумаете. Для масла того же, да? Да. Она сделана вот из такой вот консервной банки алюминиевой с помощью маленького молотка. Вот. Ну, она обожженная уже такая, проверенная на практике. Дальше у нас это тарелка. Угу. Тоже такого же типа, но только она чистая. Она используется для еды в походе. Спички. Это парафиновая горелка с парафином из консервной банки. Фитиль из гофрированного картона. Здесь сухое горючее из котелка. Посуда, подставка, крышка, котелок, спички. 2 вида топлива. И 2 вида топлива. То есть, в принципе, этого топлива достаточно, даже если нет дров, ни травы, ни деревьев, ничего. Крышка эта имеет 2 состояния. Одно с изгибом вверх. И так сделано специально. При переноске это делается вот так вот. Чтобы рукоятка утопала и не выступала слишком сильно за ее пределы. Ручка подвижная, на шарнирах, изнутри заклепки. Здесь была ручка на крышке армейского котелка. Вот, ее Жека удалил, остались дырки. Он их заклепал. Получились такие аккуратные 3 заклепочки. Если вы пользуетесь армейским котелком, то знаете, на его крышке вот такого поднутрения нету. В данном случае вот эта часть, вот этот бортик, он был загнут вниз, как на всех крышках армейских котелков. За счет ее разгибания высота увеличена практически на сантиметр. Естественно, объем крышки стал больше. И можно в ней приготовить больше еды. Это поднутрение служит для вставки крышки. С таким расчетом, чтобы на ней конденсирующаяся влага при нагревании воды и кипении, чтобы она стекала обратно в котелок. Какое бы снизу ни было горючее, сухое горючее, парафин или просто костер, вода будет капать туда. А так все стекает внутрь. Вот эта вот душка сделана из велосипедной спицы. Сверху одето 2 слоя термоусадочной трубки, чтобы можно было обойтись без тряпки. Она подпружиненная, то есть она не падает, в огне не бывает, поэтому ее спокойно можно брать рукой, не используя. А еще котелок сбалансирован у тебя, я, насколько помню. Да. Она именно отверстие сделано так, чтобы с водой и пустой он не вот так вот не перевешивался. Угу. То есть здесь есть баланс. Вот. Это рукоятка съемная, ее можно снять, убрать при необходимости. Вот. И котелок этот объемом получается на... Но если доверху, то примерно на 600 мл. Если в разумных пределах, в нем можно сварить пол-литра супа. Ну или 600 мл каши. Или вермишели. Ну, чего-то густого. Угу. Все, ставим обратно душку. Душку можно опустить вот так в сторону. Это при упаковке в рюкзак. Переделки, инновации, выполненные с этой крышкой, ее по-прежнему можно спокойно одеть на
стандартный котелок. Да, стандартный армейский котелок. То есть крышка, хотя и стала котелком маленьким, но она также может работать и крышкой. Изначально печка делалась именно вот для этого котелка. Ну, в целом она универсальна, мы это потом покажем. Котелок этот, хотя я использую его со специальной походной печкой, самодельной, его также можно использовать автономно, с тем, что носится у него внутри. Его можно подвешивать над костром, ставить на угли, ставить в костер. Его можно ставить над этой парафиновой горелкой, Над сухим горючим. над сухим горючим, То ли ставить, то ли подвешивать, там уже каждый сам может. либо изобретать. любое другое топливо или горелки, которые Да, на газовую горелку, подходят для похода. кто что любит. Что называется, по самое Давай. не хочу.